Приветствую всех на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Вот наконец-то обещанное видео. Я еще раз хочу показать, как я подвязываю томаты, потому что у нас получилось много вопросов. Видели только в начале, когда мы высаживали рассаду, и когда уже помидоры поднялись до уровня где-то 15-20 сантиметров, даже может быть и больше. Сейчас я вам все покажу. Вот где-то на этом уровне 40 сантиметров мы подвязывали. Первую подвязку делали, вот она первая 20, а затем 40. Видите, 40 сантиметров здесь тоже была подвязочка. Вот. И далее подвязочки я рассказывала и показывала, как я это делаю и зачем я это делаю. Давайте просто конкретно возьмем сейчас вот один помидор, для того, чтобы уже не было, наверное, вопроса. Итак, я вилочкой формирую. У меня вилочка на высота 20 сантиметров. Здесь был лист. Здесь тоже был лист. Вот здесь был лист. Вот, а помидорки вот здесь уже были. Лист и помидоры. Так вот, здесь вот завязочка. Вот здесь как она организована. Она до сих пор держит вот это растение. Затем, вот хорошо будет видно, я формирую вилочку. Высаживаю помидоры друг от дружки 40 сантиметров. Между помидорами метр, метр 20. Все зависит от того, что вот где они расположены. Но здесь у меня метр. И вот эта вилочка дает возможность получить урожай побольше. За счет того, что у меня больше томатика получается на двух побегах как раз. На двух стеблях идут как раз гроздочки с томатиками. Уже здесь собран урожай. Вот здесь, видите, когда была гроздь, вот еще, вот завязочка. Я примерно завязочки делаю. Вот видите, здесь завязочка была, но я ее уже забрала, потому что сегодня она не важна, внизу только важна, чтобы удерживать. И между вот этими завязочками где-то 24-25 сантиметров. Вот эти, которые я сейчас вам буду показывать, как я их делаю, вот эти узлы. И вот так где-то вот примерно я уже наловчилась, вот снова же 23-24 сантиметра получается между вот этими как раз завязочками. Они удерживают хорошо растения, видите, они не ломаются, не падают. И так до верха, до проволоки, там проволока поддерживает как раз вот... они висят спокойно себе и созревают. И здесь были листья. Сегодня просто уже такое состояние, что дозревает, потому что уже сентябрь месяц. И вот я хочу сейчас показать вам, как я буду делать вот самое сложное, наверное, для всех. Вот эта завязочка. Вот смотрите. Вот она, видите, она держит. Сейчас в данном случае она уже не держит, но вот здесь очень хорошо видно. Она еще удерживает растение, потому что оно здесь как раз еще сверху грозди есть. Ну, а это уже просто перешло наверх. Вот теперь вот эта завязочка. Самая-самая сложная оказалась, это вот завязка. Сейчас я вам покажу медленно. Итак, берете в руки. Вот у меня в левой руке вот эта лента. Ну, может быть шпагат, может еще что-то крепкое, что вы используете, веревка какая-то. И берете вот так, складываете. Вот. Видите? Вот сложили так. И вот этой же левой рукой я беру, вот наматываю на палец правой руки и вот так делаю. Вот. Можно сделать чуть меньше, но я делаю вот среднее где-то. Снова же сейчас я возьму сантиметр и покажу, сколько у меня вот выходит на вот этот кусочек. Почему бывает на весу сложно, так я вначале вот себе мерила, сколько мне надо. Вот у меня, сколько здесь, так, 3 сантиметра, да, 3, около 3, нет, 3 сантиметра получается. 3 и 3 это 6. И чуть-чуть завязочка, это где-то 6,5 сантиметров у меня ушло вот на эту завязочку. Один из морских узлов. И затем его натягиваете. Все, теперь вот его никто никуда не поломает, не порвет. Вот очень крепко, хорошо держится. Это можно делать заранее, потом только завязывать проволоки наверху на 2 узла, и оно будет держаться. Еще раз сейчас показываю. Еще один раз. Снова же медленно. Итак, можете на эту руку, какую вы хотите. Но я вот себе, вот он, шпагат.
веревка. И вот так завязываю. Это легко. Вот смотрите, завязка. Вот так. Хорошо, когда палец вот так проходит. Если у вас нет вот таких пластиковых завязок, здесь как раз очень хорошо будет вот это, как раз этот объем, вот, диаметр очень хорош для веревочек, которые вы, допустим, нарежете из ткани. Вот он как делается. Здесь они, конечно, близко, но здесь в данном случае у меня задача показать еще раз, как это делается. Мы очень долго придумывали вот эти все способы. Если вы будете просто привязывать, вот смотрите, если бы не было вот этой завязки удерживателя, чем выше помидор поднимается, они все время падают. А здесь получается, что как раз завязка удерживает на всем уровне, вот 24 сантиметра, 25, 23 сантиметра, она как раз поддерживает вот эти все грозди, которые, они тяжелые, помидоры очень тяжелые, и у меня высокорослые, высокоурожайные томаты. И если бы я их не удерживала, вот не придумали бы такой способ, то у нас вначале все на земле валялось, все падало. Вот таким образом себе можно заранее, просто-напросто приготовить эти веревочки. Как высчитать? Вот вы знаете, сколько, допустим, у вас высота от, вот здесь, смотрите, у меня, давай покажем. Значит, вот я завязала 2 узлика. Вот у меня проволока, она очень крепкая, держит. И от верха можно уже вот завязать снова же узел. Вот, еще раз показываю, потому что это самое оказалось сложным для многих. И много вопросов было. Вот, натянула, завязала. И вот так можно 25 сантиметров. И здесь оставляете 6,5 сантиметров на то, чтобы вот эту завязочку. Можно, когда уже наловчились, чуть-чуть даже меньше делать. 5 сантиметров, по 2,5. Но снова же в начале я делаю вот побольше, для того, чтобы как раз удержать и научиться, и чтобы это легко было. Далее, вот смотрите, вот получается где-то 24-25 сантиметров. Здесь у меня лишнее, но снова же можно просто в доме. Еще раз показываю. Итак, у меня вот он шпагат. И вот так вот, вот он. Вот так вот. Вот чуть-чуть, видите, можно регулировать. Вот этот узел, можно его регулировать. Чуть-чуть меньше он получился. И снова же зафиксировала его. И у нас вот такой. И вот так сделать на эту высоту, сколько вы рассчитаете, сколько вот помидоры. Первый узел должен быть на высоте 20 сантиметров. Это можно заранее вот эти шпагаты, веревочки заготовить. И потом только привязывать проволоки или что еще очень крепкое, потому что здесь 10 килограммов минимум держится. Вот сейчас уже меньше, конечно, но как раз когда созревали томаты, нарастали, здесь вот на одной веревочке 10 килограммов держится. Если бы не было вот этих завязочек, если бы их не было, то, естественно, все это завалилось бы, и они бы даже не поднимались на такую высоту. Сегодня Раиса Горяченко и Александр Волик показали и рассказали вам, еще раз ответили на вопрос, как мы подвязываем. Уже сегодня видно, что помидоры все подвязаны, и все нормально держатся, все нормально себе созревают, мы тут их собираем, и держится сам стебель, и всем комфортно и хорошо. Прощаемся с вами. Надеюсь, что уже на этот раз я все показала, объяснила дотошно. И надеюсь, что у вас все будет получаться. Всего вам самого доброго. Извините, еще дополнение. Еще один вопрос остался у нас открытым. И я сейчас хочу на него как раз и ответить. Вопрос состоит в том, сколько веревок надо на один куст. И как это, с самого низа 2 веревки или нет. Вот смотрите. Вот это одна веревка, которая затем идет, и она обслуживает вот этот побег. У нас 2 побега. А затем вот здесь уже, когда формируется у нас кисть
помидоры вот на этом уже побеге, здесь тоже начинает формироваться веревочка. Вот она появляется. То есть вот я сделала еще раз вот так вот. Смотрите, на картинке это хорошо видно. Вот этот как раз побег у нас первое, вот основание помидора. Еще был один побег, с которого потом формировалась вилочка. Вот он как раз вот здесь. Он держит все растение, держал в начале. Ну а затем уже разветвление шло. Но этот побег один, как раз одна, вот эта веревочка один побег, как раз вот это первоначальное обслуживает. Ну а это новое уже появляется, и она обслуживает второй побег. Вот это две как раз вилочки. И вот обслуживание идет как раз вот именно по двум. Но вот эта веревочка получается короче, и я ее уже завязываю тогда, когда уже у меня сформирована вот эта вилочка. Ну, теперь по этой теме уже все. Можно точно сказать вам пока-пока. Всего доброго, до новых встреч, до новых видео. Задавайте вопросы, будем стараться делиться, потому что мы сами шли к этому очень долго, разные варианты использовали, и только вот уже лет 7 мы используем вот этот вариант, и замечательно все получается. Удачи вам, всего доброго еще раз.